Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о том, что если мужчина зарабатывает меньше 250-300 тысяч, это значит, что он не потянет эту женщину, эту королеву, свободен от отношений. Вот так учат сейчас ошибочно ненавидеть мужчин. И я сегодня буду говорить об этой колоссальной проблеме, потому что мужчины же все чувствуют. Они как рак. Когда какая-то опасность, они забиваются снова в свою ракушку, и там только клешни видны, которые направляют его в сторону домика обратно. Вот так вот мужчины сейчас в буквальном смысле просто начинают шарахаться от женщин, потому что мужчин не воспринимают как личности, просто как человека, а как, безусловно, просто ресурс. Знаете, вот во всей риторике, когда женщине говорят: поднимай планку, не общайся с нищим, значит, будь богиней. И там же проблема не в тебе, а проблема в этом мужчине. Там же в этом во всем не услышишь, что хороший человек может зарабатывать меньше, в 2-3 раза. Что делать мужчинам, которые работают на обычной профессии, где есть определенный какой-то потолок, и мужчине нравится эта работа? Кто-то должен прокладывать дороги, кто-то должен водить общественный транспорт. Более того, он зарабатывает на этой работе честно, для кого это имеет значимость, а не какими-то там, может, не очень честными путями. И как говорил один из философов, что то, чего не хватает, то об этом человек и говорит. Голодный говорит о еде, а богатый может говорить о морали, то, чего может не очень хватать. И, в общем, я сегодня буду говорить об этой колоссальной проблеме. Женщины как спасательный круг хватаются за всю эту информацию, за то, что выбирай себе подстать, богатого там и все остальное. Но их же не предупреждают, что за этим стоит, что стоит за тем, что если не получится. Уйдет время, и будет просто бесконечное ожидание, и просто путь в одиночество, и путь разочарования, озлобленность к этой жизни, потому что не сложилось. Думать надо своей головой, жить свою жизнь, чувствовать своим сердцем, что тебе нужно, а не слушать тех, кто навязывает, кого нужно встретить. И вот эти вот унижения мужчин, которые зарабатывают меньше, это вообще все очень ужасно. И поэтому я призываю к здравомыслию женщин. Я хочу начать с того, что вспомнить нашу Олимпиаду, точнее не нашу, которая прошла, во Франции недавно, и что там показали в этой Олимпиаде. Да все вот эти низменные, то, к чему сейчас хотят привести людей, все какие-то низменные потребности человека, и вот, действительно, во что хотят превратить. Вот это ли не знак, это ли не сигнал к тому, что нужно оттолкнуться от того, как не надо, и настраивать все совершенно по-другому. Я говорю о том, что вот этот атлант, который там держит все на своих плечах, да, мне раньше казалось, что этот мир держится на любви. Этот мир держится на взаимоотношениях между людьми, когда люди помогают друг другу и относятся друг к другу с теплотой и с добротой. Но сейчас происходит раскол, и люди это чувствуют, очень сильное напряжение в обществе. И я хочу сказать об этой иллюзии того, что если человек заменит любовь на деньги, то будет счастье. Вот, знаете,
у меня так случилось в жизни, что я себе в определенном возрасте, в юном очень возрасте, поставила цель зарабатывать какую-то определенную сумму. И вот я держалась этой рамки, этих рамок, этих каких-то себе установок, которые мне мешали просто наслаждаться жизнью. Потому что, вот, вспоминая себя, я думала, чего мне не хватает вообще, все было прекрасно. Нет, себе что-то там сказала. И вот эта иллюзия, в которой мы пребываем часто в жизни, мы же начинаем уже задумываться ближе, как правило, человек ближе к 30, там, 35, уже 40 вообще как бы больше отпускаешь все, потому что, ну, конечно, сначала родители что-то навязывали, потом не навязывали, как бы родители со своего опыта рассказывали ребенку, и ребенок впитывал. Потом, конечно, окружение наше очень влияло. Потом, помимо там окружения, еще где-то ты слышал там от медиа и все остальное. И вот так вот к человеку очень много всего ненужного прикрепляется, и он себе выстраивает какую-то определенную картину мира, которая вот и может как раз столкнуться с этой абсолютной иллюзией. Вот как известно, да, что если ты во что-то не веришь, это не значит, что это не существует. То есть существовать может все что угодно. Человек, у него такой разум, что он может себе что-то закинуть в голову, так это как бы там крутить и верить в это, что даже как бы вот в иллюзии жить абсолютной. Вот и я пребывала в этой иллюзии. Я верила, что это сделает меня счастливой, потому что, мне казалось, что вокруг это же делает как-то людей счастливыми, поэтому и меня должно сделать. Я буду ездить куда хочу, я буду покупать все, что я хочу, и вообще будет все супер. Но я же не понимала, вот, мой разум на тот момент, он был не способен вообще даже соединиться с этой информацией, что счастье — это не про деньги абсолютно, это про внутренняя наполненность, это про благодарность к этой жизни, это благодарность за людей, которые ты встречаешь в жизни, это за внутреннюю гармонию. Вот как психолог Карл Юнг говорил о том, что самая главная борьба в жизни человека — это борьба с самим собой. И я, значит, стала в какой-то момент, я пришла к тому, что я стала зарабатывать определенную сумму денег, которую себе и сказала. Но счастье мне это не принесло. И это действительно так. Может, кому-то покажется это очень банальной историей. Но вот такой вот мой путь осознанности, что на самом деле то, что ты себе устанавливаешь в голове, это не является может не являться на самом деле истиной. Это иллюзия. И вот так вот сейчас женщин и научивают, и они сами себе где-то там откуда-то вся эта информация прикрепляется к ним, что, значит, деньги сделают счастливой женщину. И вот так вот сидят у окошка, как Аленка, как Аленушка, сидят и ждут вот этого, значит, мужчины, который сделает жизнь ее вот эту вот черную дыру заполнит, да, вот всеми там вот многих женщин же вот у них представление, что они встречают мужчину и все, и тут сразу, значит, как ящик Пандоры открывается, и все вот просто вот на них там. Вообще, любовь и деньги — это не всегда про настоящие, про чувства. То есть, когда женщина начинает включать голову ко всему, вот, подходить к любви не с точки зрения, там, вот, как чувствует сердце, да, вот, слушать себя, а слушает разум, то здесь это может не иметь отношения к настоящей искренней любви. И вот женщина тоже переживает, вот мужчина мало зарабатывает, вот мне нужен ребенок,
и как создавать семью. Знаете, бывает такое, что вот все дается по возможностям, да, вот появляется ребенок, и как-то появляются средства на это. Вот даже посмотреть бедные страны, вот там из Индии, например, семьи, вот они же создают большие семьи и живут и путешествуют, и я смотрю со стороны счастливые, дружные очень. Так что это все установки, которые мы себе сами устанавливаем. И вот эта погоня за тем, как живут другие женщины, не надо смотреть на то, как другие живут, надо чувствовать и слушать себя. И мужчина, который зарабатывает меньше, может быть в 1000 раз лучше, чем мужчина, у которого будут большие средства. Вот здесь на кону стоит, продашь ли ты эту любовь, или ты пойдешь за настоящими искренними чувствами и будешь потом вспоминать в своей жизни именно что-то настоящее, а не вот эти вот деньги, о которых в конце жизни никто не вспоминает. Безусловно, огромное количество мужчин не имеют каких-то высоких доходов, при этом они не являются какими-то плохими, наоборот, за этой скромностью, скажем так, может быть человек, который может осчастливить женщину своей нежностью, своим отношением, ведь это очень важно, как мужчина относится к женщине, своей лаской и просто своим временем, которое будет дарить для нее. Я общаюсь с женщинами, которые, например, построили бизнес или в этом, много всего могут себе позволить, обеспеченные женщины. И когда я у них спросила, семьи, например, нет, что бы сделали, отдали бы сейчас все за семью? Безусловно, да, потому что для женщины это очень остро, это очень важный момент. И когда женщина, как правило, не реализована в семье, конечно, она активно очень занимается деятельностью своей, но при этом вот эта печаль внутренняя и внутренняя неудовлетворенность того, что женщина не исполнила свой вот это женское счастье, не получила, оно, как правило, догоняет женщин, и дело уже абсолютно не в деньгах, дело не в том, чтобы встретить богатого, а дело в том, чтобы просто стать счастливой. И мое видео — это предостережение женщин, что не надо гнаться за миллионерами, богачами, искать свое счастье вот по зову сердца, да. Вообще хочется, чтобы люди больше думали о своих чувствах, о любви, и тогда этот мир точно преобразится. Вот такие сегодня у меня мысли. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже в новых встречах. Пока!